Привет, друзья! Сегодня мы будем красить доерисевых саламандр. Способ покраски, можно сказать, новичковый, практически не требующий навыков владения кистью и задействующий минимум красок. Правда, потребуется аэрограф. Модели грунтуются в черной, после чего аэрографом белой краской наносится пришейдинг. Надо постараться пшикать не по площадям, а точно попадать наверх каждой детали, чтобы в углублениях остался черный. Наносим белый только на самые крупные детали, мелочь потом покрасится кистью. Далее защитно-зеленым тонируем доспех. За счет пришейдинга сразу получается красивый градиент. Не стоит пытаться закрасить деталь целиком, цельтесь в те же места, где был белый, и не наносите слишком толстый слой краски. Красным тонируем баки с прометиумом. Здесь нужно быть аккуратным и не слишком сильно попадать на зеленый. Но если немножко залезли, то ничего страшного, сойдет за рефлексы. На этом с аэрографией все. Опциональный этап фрихенда. Вы можете возразить: погоди, фрихенда не для новичков. Но фрихенды бывают разные. Изобразить что-то абстрактное, например стилизованный огонь, достаточно просто. Да и как улучшить навык, если не пытаться? Итак, первым делом наносим подложку белым. Акриловые краски прозрачные, поэтому если рисовать светлыми цветами напрямую по черному, цвет будет тусклым и потребуется много слоев. Затем на подложку наносим желтый. Примерно половину желтого закрашиваем красным. И снова проходимся желтым по месту соединения цветов, чтобы получить переход. Можно смешать желтый и красный и пройтись по переходу получившимся оранжевым, если так удобнее. Поверх получившегося огня рисуем цифру. Предварительно попробуйте нарисовать ее несколько раз на ненужном куске пластика или картонки. Закрашиваем красным огненный орнамент на броне и куски драконьих шкурок фиолетовым. Светло-серым ставим точки на выступающих частях гофрированного шланга и закрашиваем эмблему на наплечнике.
Теперь делаем подложку под металлики. С ней наносить их потом будет значительно проще. Черным закрашиваем места, на которых будет серый металлик, и темно-красно-коричневым те, где будет желтый. После этого я покрыл модель матовым лаком из баллона. Важно это сделать до нанесения металликов, поскольку после лака они потеряют блеск. Металлики лучше наносить овербрашем. Это как драйбраш, но краски на кисти остается побольше. Такой способ позволяет получить тонкий слой, и металлик не попадает в углубление и расшивку. Пришло время для масляной проливки. Берем темно-коричневую и черную масляные краски и разводим их в White Spirit. Пропорции подбираются на глаз. Когда замес бодро растекается по салфетке, тогда и готово. Затем вся модель обмазывается этой проливкой. Можно использовать проливки на водной основе, но они требуют куда больше контроля. Кроме того, лишь масло позволит почувствовать себя настоящим художником. Мне хотелось сделать суровые, подзакопченные модели, поэтому я решил, что обычного слоя проливки маловато, и прошелся поверх жирным слоем едва разведенной темно-коричневой краски. Дав подсохнуть проливке минут 5, берем ватные палочки и убираем лишнее со всех выступающих частей. Если масло слишком высохло и плохо счищается, не трите слишком сильно, так можно повредить нижние слои краски, а просто смочите ватную палочку в White Spirit. С водными проливками такой фокус не пройдет, они полимеризуются гораздо быстрее. После того, как проливка полностью высохла, в моем случае я оставил сохнуть на ночь, светло-серым выделяем верх огненных орнаментов и восстанавливаем цвет на эмблеме. Желтым проходимся по верху орнаментов. Красным восстанавливаем их цвет, немного залезая на желтый. И так же, как в случае с фрихендами, сглаживаем переход, вновь пройдясь желтым по стыку цветов. Смешав фиолетовый и светло-серый, высветляем выступающие части драконьих шкурок. Зеленым натыкиваем чешуйки. Проходимся металликами по граням и выступающим частям. И готово, могли бы подумать вы, но без поставки моделька считай, что не покрашена. Поэтому берем листовую пробку, мажем подставку суперклеем, лепим кусочек пробки и засовываем в емкость с песком. Когда высох клей, убираем лишний песок старой зубной щеткой, красим в черный и даем краске хорошо просохнуть. Плоской кистью из щетины светло-серым драйбрашем подставочка. Лучше делать движение кистью в одном направлении, тогда на плоской пробке получается интересная текстура.
драйбрашем коричневый песок и прилепляем кусочек модельной травы. Крепить модельку к подставке на штифт опционально, можно и так приклеить, но со штифтом она точно не отвалится от подставки посередине игры. Готовые модели выглядят так. Спасибо за просмотр и до новых встреч!